Всем привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы порисуем пейзаж одной краской. Это умбра. Поучимся рисовать воздушную перспективу на примере этого пейзажа. Плановость, первый план, второй и самый последний. Начнем с того, что прикрепим лист бумаги малярным скотчем и смачиваем бумагу водой для того, чтобы прописать небо. Начинаем прописку слабым замесом, очень разбавляем его водой и заполняем краской почти все пространство, кроме такого небольшого участка. Это будет источник света, солнце, откуда идет весь свет. То есть не закрашиваем небо, а немного оставляем такой участочек. И далее начинаем с самого заднего плана. Это у нас будет высокая гора, которая будет точкой композиции одной из в нашем пейзаже. Прописываем ее немного темнее, по-мокрому, чтобы получались такие небольшие пятна. Имитируем текстуру гор, текстуру камня, хотя горы могут быть покрыты также и растительностью, но это задний план, поэтому мы не можем прописать там так детально, просто это будут такие небольшие пятна. Стекается краска, это ничего страшного, если так происходит. Если вы видите, что она течет не туда, выкривилась бумага и краска затекла, вытираете сухой кистью те излишки, которые вытекли в пределы того места, где расположен рисунок. И теперь прописываем второй план. Это тоже будет гора, только она немного ниже, чем то, что мы уже прописали, и можем более подробно прописать ее. Покрыта лесом, и мы это обозначаем такими небольшими как бы ломаными линиями, заливкой. Стараемся не набирать пока что краски так в полную силу, что она должна быть немного прозрачной, но темнее, чем задний план. И немного я наношу еще краски на гору, потому что, как мне показалось, она совсем такая в дымке получилась. Хотелось бы, чтобы была немного показана вот эта текстура горы. Вот. И далее мы продолжаем прописку второго плана. В кое-каких местах размываем. И теперь переходим уже к переднему плану, первому. На первом плане у нас будут ели, которые мы можем уже конкретно так прописать. Все-таки первый план, их уже достаточно хорошо заметно. Прописываем уже более краску, набираем основательно на кисточку, так как все-таки этот план должен быть наиболее темным в нашем пейзаже. Мы как бы делаем его по сравнению со вторым планом еще темнее, но еще сохраняем к концу, там где ели на земле расположены, мы немного размываем еще краску, и все равно мы еще будем прописывать как бы четвертый план. Елочки на самые ближние еще более густым цветом, можно сказать, это уже будет как гуашь, но это будет попозже. А пока что прописываем третий план, вернее первый план, передний план. И как бы набираем, да, темнее краски, но все-таки еще немножко ее размываем водой. Сохраняем вот такую как бы дымку немного, потому что в горах такой имеет место быть туман. И те елочки, которые вот дальше уходят правее, то мы их еще более размытыми делаем, чтобы такой сохранялся плавный переход. Прописываем елочки, практически до края не прописываем, там дальше размываем землю, чтобы сохранялись плавные переходы. И немного еще обозначаем гору. И когда уже работа высохла полностью, чтобы мы могли прописать некоторые елочки, которые очень четко видно, чтобы на первом плане сохранилась более такая детальная прописка. Прорисовываем несколько елочек очень густой краской. Берем умбру так концентрированно, можно сказать, близко к гуаши, к консистенции гуаши. Сохраняем вот эту текстуру
елей, вот такие веточки. И внизу елочки мы как бы делаем плавный такой переход и размываем водой, чтобы не было такой четкой сильно границы. То есть сама елочка очень такая темненькая, а внизу уже более размытость. Буквально это несколько елочек, буквально 2-3 прописываем вот таким подобным образом. То есть чтобы у нас сохранялась последовательность, первый план, второй и самый задний план. Ну вот, в общем-то и все. Когда работа полностью высохнет, можно снимать скотч и любоваться своим результатом. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, что бы вы хотели, какие уроки, на какие темы. А я с вами пока прощаюсь, но ненадолго. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.